Данный сегодняшний вебинар посвящен празднику Ивана Купалы. Я сегодня постараюсь дать обряды, которые я рекомендую провести на праздник Ивана Купалы. Естественно, я не буду объяснять, что это за праздник, это не имеет никакого значения, совершенно никакого значения. Я рекомендую просто послушать мои рекомендации и в дальнейшем эти рекомендации использовать. По поводу самого праздника вы можете о нем почитать в Гугле. Очень много есть об этом празднике информации, поэтому я повторяться не буду. Всем привет из Башкирии, пишет Розанида Симон. Беларусь, добрый вечер, здравствуйте, здравствуйте. Не буду я особо отвлекаться, начну уже проводить вебинар. Надеюсь, вам слышно. Магдалина. Здравствуйте, Андрей Андреевич. После того, когда зажгла минору, можно ли просто продолжать заниматься своими делами? Конечно. Дальше. Очень интересный вопрос задала Тина. Следующий вопрос, очень интересный. Вы определили Бога как сущность или энергию в состоянии Адвайта, что в свою очередь определяет то, что Бог не за хороших, иначе будет против плохих, и не за плохих, иначе будет против хороших. Потому, а также по мелочности людей для Бога он равнодушен к людям и не слышит их. Согласен. Далее вы говорите, что не нужно наказывать врагов или тех, кто просто поступает плохо и вредит своими действиями или бездействиями. А надо все переложить на плечи Бога, который должен решать, что с этим плохо поступающими людьми или врагами делать. Тоже согласен. Но ведь Бог, по вашему же определению, ни за кого равнодушен к людям и вообще в Адвайте. Тоже согласен. Вследствие из этого Бог не будет никого наказывать, на него нельзя перекладывать такую задачу, а надо решать ее самим, наказывать, мстить или как-то еще. Как вы разрешите это явное противоречие? Вам кажется, что я сам себе противоречу? Ну, я сейчас попробую доказать обратное. Дело в том, что Бог действительно находится в Адвайте, ему все равно, что люди думают, как они поступают. Но существует принцип. Этот принцип, он скорее связан с определенным математическим законом. Божественный закон – это закон, при котором все происходит уже по настроенным определенным, в настроенной одной определенной системе. То есть эта система выглядит так. Как человек поступает, так с ним поступает закон. То есть в этом случае Бог не является существом, которое слышит человека или что-либо делает, а Бог является тем существом, который настроил систему законов, которые устроены по принципу математических законов. И в случае, если человек поступает каким-то особенным образом, то это приводит к тому, что в этом уравнении с человеком происходит то-то, то-то. В случае, если человек поступает не так, то в уравнении происходит так-то, так-то. В этом случае я поэтому и сказал, что если человек переложит на плечи Бога наказание, то тогда оно переходит в этом законе совершенно в другую математическую формулу, и после чего реализовывается. На самом деле, я как считал Бога, находящегося в Адвайте, так и считаю, он для нас ничего делать не будет. Но я могу сказать, что перед этим, чтобы ничего не делать, он уже создал что-то, он создал определенную базу, эту систему. Эта система устроена так, смотрите, ее доказательство следующее. Ни один генетик вам не скажет, почему хромосомы связаны между собой и почему ядра клетки именно так состоят, почему протоны и молекулы, и химические реакции, и физические реакции происходят определенным образом. Это связано с тем, что они происходят так, как должны происходить, и изменить или видоизменить происхождение этих реакций невозможно. Почему? Это уже законы божественные. Именно поэтому, когда человек говорит, но можно было бы по-другому, можно было бы. Но закон Божий написан таким образом, чтобы все шло своим чередом и ничего исправить нельзя было. Именно поэтому в случае, если человек перекладывает со своих плеч желание отомстить, перекладывает на плечи Бога, это он делает для себя. Он говорит, ну, за мной Бог, пусть это теперь ему виднее, пусть он все решает. Таким образом, человек фактически делает намерение, и это намерение в процессе математической формулы работает таким образом, что без человека этого человека наказывают, вендетта приходит другим путем и так далее, и так далее. Надеюсь, вам это интересно было и полезно. Наталья
Красовицкая. Здравствуйте, учитель. Так долго не было вебинаров. На прошлой неделе был вебинар в пятницу. Все в порядке. Можно ли читать мантры и коды на улице, в садовой беседке, или только в закрытом помещении? Можно читать на улице тоже. Для того, чтобы коды и мантры работали сильнее, необходимо держать в руке ваджру. Подскажите, хотим заняться с женой бизнесом в интернете, стоит или нет? Я считаю, что каждый человек на сегодняшний момент в том мире, в котором мы находимся, должен себя попробовать в интернете. Я считаю, что это прямо обязанность такая. Здравствуйте, ученица второй ступени. Скажите, пожалуйста, символы, которые вы даете в открытом доступе, можно использовать для печати на предметах, кружки, брелки? Они будут действовать или они вам должны быть заряжены? Заниматься печатью на предметах хотела для семьи. Для семьи вы можете это сделать, но в случае, если вы будете брать мои символы и в дальнейшем говорить, что это ваш информационный продукт, то такие символы будут не помогать людям, а вредить. И в этом будете виноваты вы. Добрый день, являюсь учеником второй ступени, участником РТЕ. Мой майл. Дайте, пожалуйста, мне духовное имя. Помню, что вас нужно за это отблагодарить. Дайте, пожалуйста, адрес, куда сейчас не смогу вам ничего дать. Как быть с зеркалами, которые везде в доме, и нет пока возможности изменить, чтобы не влияли после работы на меня. Ну, не в паранже же ходить. На самом деле, когда я говорил о зеркалах, вы немножечко неправильно меня поняли. Кстати, это как раз и был семинар, который я проводил на Ивана Купалу. Буквально тогда я сказал о том, что человек не должен смотреться в зеркала, потому что этого человека перестают видеть окружающие люди. Но дело в том, что я немножечко неправильно сказал. Я хочу немного оговориться и как бы этот вопрос немножечко по-другому осветить. Дело в том, что я имел в виду не смотреть в зеркало, а любоваться. В случае, если человек любуется собой в зеркало или в зеркале, то на такого человека перестают любоваться или перестают видеть в нем красоту окружающие люди. Таким образом, в случае, если женщина почасто или часто любуется на себя в зеркало, то есть она старается и так посмотреть, и так, или подолгу, то есть она любуется, занимается самолюбованием, то таким образом она себя глазит, а также приводит к тому, что ее окружающие люди перестают видеть. Я могу вам сказать, что зеркало не должно занимать очень много времени в вашей жизни. Любование в зеркало – это нехорошо для женщины, потому что тем самым она может привести к тому, что перестает нравиться мужчинам. Поэтому, надеюсь, все вопросы теперь с зеркалами отпали. А в случае, если у вас много зеркал в вашей квартире, вы можете не обращать на них внимания и не любоваться в них, не рассматривать подолгу что-то, а просто посмотрели в зеркало, когда вам необходимо, и отошли. Не делайте этот предмет для себя оккультным. Каждое утро читаю мантры для замужества, одновременно ставлю шум. Так можно? Можно. Есть очень интересная мантра, я ее недавно вам дал. Если вы еще не знаете, у меня есть группа, которая находится в Facebook. Эта группа называется Дуйко Кайлас и РТЕ. Я очень рекомендую добавиться в эту группу. Совершенно недавно я дал несколько кодов. Это коды, а также шумы, не шумы, а мантры, которые могут помочь женщине очень быстро выйти замуж. Там, насколько я помню, я дал и код. Сама мантра звучит так. Ом Анжун, Ом Анжун, Ом Енум, Ом Акин Сваха. Даже написал, читайте мантру 108 раз за 60 дней, выйдите замуж. А также дал код еще, он еще более эффективно работает, чтобы выйти замуж. Я могу вам сказать, что если это все использовать, то вы очень быстро выйдете замуж. Если вы найдете данную мантру, вы можете ее читать. Эффективность потрясающая, очень рекомендую это делать. Итак, что бы я рекомендовал делать на праздник Ивана Купалы, который произойдет с субботы на воскресенье? Естественно, в случае, если вы хотите использовать это магическое время, я рекомендую провести ряд обрядов. Если после праздника Купалы или на Ивана Купалу, начиная с этого праздника и на протяжении целой недели поклоняться земле, то обретете здоровье. Если поклоняться воде, то поумнеете. Каким образом можно поклоняться воде? На протяжении одного дня 2 или 3 минуты вы должны сидеть возле воды, ставить вот так руки и вот такие делать преклонения. Если вы это делаете к земле, таким образом вы, скорее всего, обретете здоровье.
Если к воде, то тогда обретете колоссальный ум. А если поклоняться огню и представлять, что огонь на языке вашем, особенно если это сделать в празднике, то на протяжении 1 года станете очень знаменитыми людьми. Далее обряд такой. Если в ступе истолочь ячмень, и после чего из него сделать кашку и загадать свое желание раздать на праздник после праздника Ивана Купалы, особенно если это будет ячменная, сладкая каша с изюмом и ягодами, то желание, которое вы загадаете, когда вы кашку будете варить, произнесите свое желание. Потом отдайте эту кашу или угостите большое количество людей, ну, максимально возможное количество людей. Если вы сделаете это, то обязательно загаданное вами желание будет исполнено. Но кашу необходимо готовить определенным образом. Ее необходимо из ячменя предварительно истолочь. То есть берется ячменная крупа, после чего обжаривается на сковороде, после чего в ступе перемалывается, после чего из нее делается кашка молочная с добавлением ягод, которые сейчас есть, с орехами, и после этого вот такой кутей можно людей угощать. Когда вы толчете, необходимо произносить свое желание. Далее, если во время праздника Ивана Купала, особенно в понедельник, воскурить дом полынью, а также воскурить полынью то место, где вы занимаетесь бизнесом, то в этом месте никто никогда больше не сглазит ваш дом, не сглазит ваш бизнес, и те, кто в доме находится, их сглазить тоже никто не сможет. Сегодня я расскажу, как убрать сглазы, порчи, алкоголизм, навязанные привороты. Расскажу это под конец данного вебинара. Если на Купалу смотреть на солнце и что-то в нем представлять, то на протяжении года исполнится. Допустим, представляя солнце золотом, будет у вас всегда золото. Представляя в солнце купюры долларовые, у вас на протяжении года будут всегда долларовые купюры. Представляя на солнце, там, как будто вы обнимаетесь с кем-то, будете на протяжении года кем-то обнимаемыми, и наладится у вас семейная жизнь. Вы поняли, где-то так. Сейчас. Андрей Андреевич, если не ученик ступеней, будут ли действовать коды 2? И не прошла ваши курсы про духов, как мне будет помогать первая ступень и коды? Проходите первую ступень, она выложена в интернете, в YouTube совершенно бесплатно. Становитесь учениками и после этого используйте особенно коды номер 2. Иначе они вас к добру точно не приведут. Очень благодарна вам за все. Пока я ученица первой бесплатной ступени, многое получает. Должны это делать. Это ваша священная обязанность. Хотите это делать, обязательно это делать. Расскажите, пожалуйста, есть ли эзотерический способ найти дело всей своей жизни? Огромное спасибо. Такого не бывает, найти дело своей жизни. На первое место человек должен ставить немного другие факты или факторы. Я хочу вам сегодня об этих факторах сказать. Дело в том, что принципиально человеческая жизнь, она связана с двумя факторами. Это внутрисоциальный фактор развития и внешний социальный фактор развития. Внутрисоциальный фактор развития подразумевает, что человек на протяжении своей жизни является эмпатом. То есть все, что вокруг него находится, это отражается в виде его внутренних чувств, как бы проявляясь в середине его, подобно тому, как камень, который бросают в воду, создает вибрации на поверхности воды, так в человеке создаются такие же вибрации, когда он видит происшествие или все происходящее вокруг него. Это называется эмпатия. Человек обычно в это время становится несоциальный, он как бы постоянно ощупывает себя в середине себя. Это все связано с тем, что это время он должен посвятить тому, что накапливает эмпатическую информацию. До возраста 30 лет, от 30 до 40 лет, эта информация у него становится более детальной, она становится более правильно сложенной в сознании и в душе. И после 40 лет человек должен плавно становиться социальным человеком. Что это такое? Он не должен обращать внимание на то, что происходит в середине его души. Он не должен обращать внимание на то, что происходит в середине его тела. Он должен быть социальным человеком.
Так человек до возраста 30 лет, начиная с возраста 30 лет, он обязательно должен жить для кого-то, для семьи, для людей, для социума. Он должен хотеть денег, он должен что-то создавать. Это время создавания. Если до возраста 30 это время взросления, то после 30 это время создавания. Именно поэтому я хочу вам сказать, ничего не получится, не найдется дело жизни до того момента, пока у человека не появится желание быть социальным существом. Как проявляется или как выработать в себе желание проявлять социальность? На первое место необходимо поставить семью. Да, я раньше говорил, что не стоит торопиться с семьей. На сегодняшний день я говорю вам, что с возраста 30 лет у каждого мужчины и женщины должна быть семья. Также эта семья, в которой живет мужчина и женщина, они должны мотивировать и стимулировать человека становиться социальным. Это человек, который должен что-то делать для социума, он должен видеть, что в социуме происходит, он должен видеть, что в миру происходит, он должен обращать внимание на погоду, на цветы, на семью, на все, что происходит не в середине его. А люди обычно делают наоборот. После возраста 30 или 40 они уже умудряются заработать деньги, разочароваться в жизни, и они начинают погружаться в себя. То есть они говорят, у нас уже успех, нам незачем что-то делать, зачем нам вообще к миру касаться, нам нет необходимости чем-то заниматься, все равно у нас ничего не получится. И вот такая социальность делает то, что у человека появляются нервные состояния, панические атаки. Я вообще могу вам сказать, что когда у вас появляются нервные состояния, панические атаки, психические состояния некомфортные или дискомфортные, перестаньте обращать внимание совершенно на то, что происходит внутри вас. Не обращайте на это внимание. Старайтесь как можно больше не обращать на это внимание. Смотрите и обращайте внимание на то, что происходит вокруг вас. Обращайте внимание на все, что вокруг вас, на то, что кто-то там кому-то сказал, на то, что где-то что-то происходит, на смену погоды, на то, как растут растения. Становитесь социальными, пишите стихи, участвуйте в каких-то форумах, сами выпускайте какие-нибудь видео, становитесь социальными. Если энергетически повлияло на кого-то, зеркала не уберут мою работу? Нет. Я на них водопад пускаю, так можно? Я не знаю, о чем вы говорите. Я думаю, что вы используете эзотерику не очень правильно. Татьяна Кустова. Добрый день, Андрей Андреевич. Мой сын задумывается над тем, чтобы заняться бизнесом, но не может никак выбрать направление. Подскажите, пожалуйста, в какой сфере... Дальше. Если на Купалы смотреть на Солнце и что-то в нем представлять, то на протяжении года исполнится, допустим, представляете в Солнце доллары, на протяжении всего года до следующего праздника Ивана Купала у вас будут всегда доллары. Будете представлять на Солнце или смотреть на Солнце послезавтра и видеть там то, как вас обнимают, на протяжении всего года вас кто-то будет обнимать. Будете смотреть и видеть, как там кто-то радуется, будете постоянно радоваться. Дальше. Если взять головню от костра, который необходимо зажечь завтра, так, чтобы он послезавтра догорел, и такую головню достать, как бы недогоревшее бревнышко, я специально купил сегодня мангал, завтра куплю дрова, и на ночь перед самым сном мы, скорее всего, сделаем красивый костер. И я оттуда обязательно из этого костра достану одну головешню такую, которая не догорит. И после этого замотаю ее во что-нибудь и спрячу где-то в квартире. Обычно это делается для нового дома или для нового бизнеса или для предприятия. Почему? Это уникальный оберег, он действительно работает, очень хорошо работает. Он убирает вашу квартиру или ваш дом, навсегда избавляя его от пожаров, от воровства, от измен и так далее. Вот такая головня, которая готовится на Ивана Купалы, она имеет действительно очень мощную эзотерическую силу. Далее. На день Ивана Купалы, солнечный день, необходимо выбить из обуви своей и близких всех бесов. Нужно взять ту обувь, в которой ходит человек, перевернуть ее, и когда будет на улице солнце, нужно палкой поударять по такую обувь. Если так сделать, то если гулящий муж или гулящая жена перестанут гулять. Нужно, когда вы выбиваете, нужно произносить: без блуда и измены уходи.
и после этого выбивать его палкой. Он выпадет из обуви того человека, который вступил в то, что заставило его в дальнейшем вот так вот страдать. И в дальнейшем человек начнет себя очень хорошо чувствовать. Это, конечно, все вызывает улыбку, но тем не менее. Далее. Вы знаете, что на Ивана Купалы собирают обычно лекарственные травы, но существует определенный обряд, который делает каждую траву, которую можно собрать в праздник Ивана Купалы, лечебной. Каким образом это делается? Этот обряд я с удовольствием сегодня с ним поделюсь. Любую траву, даже не имеющую лечебного действия, собирают и выкладывают между деревьев, вокруг которых обматывают красную ленту. И посредине этого всего зажигают костер. Такой костер наполняет траву энергией лечебного характера. Когда костер догорел, такую траву высушивают и в течение года пьют ее как чай. Поэтому вы можете завтра взять абсолютно любую траву, которая есть на вашем огороде. Может это быть совершенно все, что угодно. Взять ее, срезать, сложить ее в красивую кучку, обмотать между 4 или 5 деревьями красную ленту. После этого зажечь костер, оставить этот костер, чтобы горел на ночь. После этого утром собрать эту траву, выложить ее, чтобы она высохла, после чего измельчить ее и принимать ее как чай на протяжении всего года до следующего праздника Ивана Купалы. Также вы эту траву можете назначать в виде лекарственного препарата всем людям, которые в дальнейшем смогут к вам обращаться. И это будут растения от всего. И это будет связано с тем, что вы на следующий день после праздника Ивана Купалы соберете эту траву, в которой будет большое количество той энергии, которая может вылечить человека от всех заболеваний. Поэтому такую травку очень легко потом принимать как чай, и она будет иметь очень ярко выраженные лечебные свойства. Есть такое растение, я не вспомнил, кашка, она как раз сейчас цветет, ее не стоит путать с борщевиком, это ядовитое растение, а также болиголовом, пахнет очень нехорошо. Кашка это маленькая, это молодила, зайчья капуста. Вот если собрать сейчас кашку, такое растение, и положить на Ивана Купалы на пороге, так чтобы все переступали, когда заходят и выходят из избы, квартиры, дома, я не знаю, там дачи и так далее, а я завтра обязательно это сделаю, то все, кто переступит на праздники Ивана Купалы через такую кашку, у всех этих людей изменится психическое состояние, и эти люди перестанут в дальнейшем психически срываться, станут мягче, добрее, приятнее, перестанут нервироваться и так далее. Ой, чуть-чуть не то открыл. Далее. Михаил Сакович. Андрей, добрый вечер. Смотрел ваши вебинары про деньги. Вы там говорили про якорение успехов, что если заработал больше обычного, то разницу заякорить лучше. У меня не укладывается, как в таком ключе распоряжаться деньгами. Я всю свою жизнь стараюсь откладывать разницу, инвестировать ее в различные активы. Таким образом, хочу выйти к финансовой свободе и перестать тратить свое время на деньги. То есть моя формула успеха заключается в том, чтобы пока молодой много работать. Вы ошибаетесь, Михаил Сакович. Если вы думаете, что вы будете инвестировать и сможете с этого зарабатывать, то я вам не верю. Стал ли я богатым человеком в своей жизни? Мне не хочется хвастаться, но, скорее всего, да. Дело в том, что это связано совершенно с другим подходом все-таки к пониманию денег. Я не говорю о том, что человек не должен откладывать деньги. Я считаю, что он должен это делать. Но дело в том, что очень часто человек говорит, я буду инвестировать деньги, и после этого не понимает риск инвестиций. Допустим, вот на таком примере. Когда-то в 1996 году мне предлагали за $70 тысяч трехкомнатную квартиру в Москве. Вы представляете, $70 тысяч стоила квартира в Москве. Сейчас за $70 тысяч, наверное, нельзя купить трехкомнатную квартиру в городе Киеве. Тогда скажите, изменилась ли цена денег на протяжении вот этих 20 лет? Я могу сказать, что да. Тогда можно ли сказать, что стоимость этих денег снизилась? Ну да, конечно же. Если посчитать, то это называется годовой уровень инфляции.
Такой годовой уровень инфляции, он присутствует во всем. Вот, допустим, почему я не инвестирую в бизнес-проекты, которые связаны со строительством? Я не инвестирую в строительство и в отельные бизнесы. Это связано с тем, что не очень высокие доходы. То есть, по моему мнению, гораздо легче сделать колбасный завод, который будет каждый день делать колбасу, которую можно каждый день или ежедневно продавать, и это будет давать человеку постоянный месячный доход. Или там в сыроварню, или в изготовление каких-нибудь там продуктов питания или строительных материалов и так далее. То есть есть такие виды бизнеса, которые на 100% работают, и я считаю, что инвестировать вот в такой динамично клепающий человеку бизнес гораздо интереснее и лучше. То есть не растягивать это на длительное время. По поводу того, что деньги необходимо тратить, я вам могу сказать, что в случае, если человек не тратит деньги, то он их не сможет зарабатывать в дальнейшем. Деньги должны приносить удовольствие человеку. Вот сейчас Юля спрашивает, поможет ли мне уехать из города, в котором я сейчас живу, я развожусь, у нас 3 сына, и они маленькие. А теперь объясните мне, вот данный вебинар, который записывается, в данном вебинаре сейчас участвует где-то 10-11 тысяч человек. Скажите, всех интересует вопрос Юли? Если вы мне скажете, да, давайте отвечать на вопросы Юли или отвечать на вопросы там, собственно, ваши, то тогда зачем их проводить, эти вебинары? Андрей Андреевич, вы говорили, что кто проходил бесплатно ваши семинары, не у вас, практики не будут работать. Как это исправить? Заранее спасибо. Вам придется мои семинары у меня купить. Здравствуйте, Андрей Андреевич, вы говорили, ответил. Живу с человеком, который не хочет от меня уходить. Я его не люблю. Посоветуйте, чтобы охладил и покинул мой дом. Перестаньте спать с этим человеком. Не имейте с ним никаких интимных отношений. На этом все закончится. Скажите, что у вас есть долг, и заставьте этого человека работать на то, чтобы он этот долг отдавал. На этом ваши отношения закончатся. Ладно, продолжаем. По поводу Дня Купалы. Итак, 11. Да? Березовыми веточками нужно украсить свой дом и на несколько дней оставить. Тогда будет очень благополучной и в финансовом плане жизнь, и в семье будет хорошая жизнь. Вообще могу сказать, что для меня дерево береза является очень высокодуховным проявлением природы, флоры. Также я считаю, что береза имеет качество Меркурия, как известно из философского камня. Философский камень изготавливается из определенных качеств соединения двух видов Меркурия, белого и, насколько я помню, черного. При их возжигании формируется красный Меркурий, и после этого получается белый порошок, который называется порошком философского камня, который, принимая который человек, может стать абсолютно, навсегда абсолютно молодым. Я знаю, кстати, как этот порошок можно приготовить. Вы мне не поверите, очень зря, я действительно знаю. Так вот, я считаю, что данные порошки, они должны готовиться как раз из березы и из ее определенных элементов. Также я могу сказать, что береза очень уникальное дерево. В случае, если женщина носит с собой вот эти буруньки, они называются еще борода березы, да, то есть вот такие соцветия, которые с березы спадают. Вот если такие соцветия носит с собой женщина, то у нее будет очень высокий доход. В случае, если мужчина не может умереть, и он очень тяжело мучается, то в его кровать у изголовья или в ноги выкладывают березовую кору. Также очень хорошо носить березовую кору или где-нибудь возить с собой в машине. Она оберегает человека от воровства, а также от драм каких-то. Вообще белая береза является элементом или ярким оберегом, оберегающим человека от влияния энергетического, физического, душевного влияния, духовного влияния, помогает человеку улучшить финансовое положение. Просто необходимо сейчас, даже березовые веники, они не столько использовались для того, чтобы парить человека, а для того, чтобы убрать у человека бесов. Именно поэтому березовыми вениками парились. Именно поэтому я хочу вас даже призвать. Вот будет послезавтра праздник,
в момент этого праздника очень неплохо просто сходить в баню, попариться березовыми веничками. Поэтому следующий пункт будет таким. Самый лучший способ убрать бесов из человека – это попарить его березовым веником. Береза очищает человека от зла и внутреннего негатива. Дальше. Если на Ивана Купалы обернуть березу своей рубахой, есть такой обряд, он цыганский. В случае, если на Ивана Купалу, на этот праздник, взять вокруг березы, одеть свою рубаху нательную, которую вы носите с пуговицами, и застегнуть пуговицу, и после этого прижаться и затаиться, и начать слушать звуки, то вот тот звук, который вы услышите первым, должен предсказать вашу судьбу. Как его интерпретировать, дойдет, придет, вы начнете понимать, что это обозначает. Далее, считается, если девушка носит с собой березовую бересту, то, скорее всего, она выйдет замуж за славянина. Это тоже существует такой обычай. Четки, купленные у вас, заряжены вами или нужно их заряжать? Нет, заряжать их не нужно. Прошла первую ступень бесплатную, в восторге от философии, спасибо. Коробку с мелочью, купить машину. В случае, если у вас коробка наполнилась, и там очень много мелочи, из нее необходимо сделать вазу везения. Необходимо взять и перекласть монетки в красивую керамическую или фарфоровую вазу, ее сверху закрыть чем-нибудь, обвязать платочком или обвязать бантом таким красивым, красочным, поставить обязательно в спальню и сказать: это оберег нашей жизни, очаг нашей семьи. И после этого данный оберег будет постоянно работать над тем, чтобы у вас появлялись дети, было хорошее здоровье, в жизни было все очень хорошо. Главное потом не тратить эти деньги. Продаем квартиру, уже все поделала, ходят, смотрят, никак что-то не берут. Сейчас опять приходили, смотрели, будем ждать ответ. Хотелось бы успеть продать в это лето, а то школа и учеба, но это так, спасибо вам за все. Все, хорошо. На прошлом вебинаре я рассказывал, как продать квартиру и машину. Сегодня мысленно задал вам вопрос, и вы на него уже ответили. Потрясающе. Спасибо. Далее. Сегодня я хотел бы вам дать такой вот обряд, который можно произвести на Ивана Купалу. По идее, его можно сделать в любое время. Я хочу назвать этот обряд убирание блокировки денег. Очень часто люди мне говорят или пишут: Андрей Андреевич, дайте какой-нибудь магический обряд или какую-нибудь действенную магию, которая бы могла убрать блокировку денег, так как много зарабатывали, все было в жизни хорошо, а потом раз и все исчезло. Можете ли нам вновь открыть это все? А кто там пришел? А дайте мне кого-нибудь из детей, их покажу. Итак, мы готовы, наверное, слушать этот обряд, который убирает у человека блокировку денег. Возьмите 5 видов бобовых: чечевица, фасоль, черная фасоль, белая. После этого возьмите все 5 видов, целую пригоршню, и носите их в кармане. В том месте, где необходимо произвести разблокировку, допустим, в вашем бизнесе, в вашем магазине, в вашей квартире, где угодно, необходимо рассыпать незаметно их где-нибудь, то есть вот по чуть-чуть понасыпать. Остальное принести домой и погрузить на некоторое время в воду, а остальное высыпать в чистое место вне дома. Допустим, зайти в лес и высыпать возле какого-нибудь деревца. И после этого, там, где оно будет у вас в воде находиться, через 10-15 дней можно там выбросить, водичку слить, а саму фасоль и горох, там то, что получится, просто ни во что не заворачивать, выкинуть. Если та фасоль, которая в вашем магазине лежит, ее кто-то найдет, не имеет значения. Если кто-то подметет и в этот же день выбросить, не имеет значения. Если в лесу съедят данную фасоль звери, тоже не имеет значения. Одним словом так, в кармане один день проносили, после этого на следующий день выложили часть фасоли у себя в магазине или там в своем бизнесе, где-нибудь положили так, чтобы никто не видел. После этого где-нибудь на улице в сухом месте положили, желательно спрятали где-нибудь. Очень хорошо подходят памятники. Если есть памятники старины, вот куда-нибудь в памятник старины необходимо такую фасольку понатыкать, так, чтобы она там не гнила. Ну и третий остаток фасоли, гороха и там остальных 4 или там 3 видов
бобовых необходимо дома сложить просто в чашечку, залить это водичкой, положить где-нибудь на холодильник или на шкаф, так, чтобы никто не трогал, и через неделю свободно выбросить. Таким образом вы уберете, разблокируете у себя заблокированные деньги. Скажите, вам было это полезно, то, что дал? Обязательно поделитесь эффектом от обряда. Работает он очень быстро. Могу сказать, что это с позиции психологии совершенно бредовая идея, там разбрасывать карты, раскладывать фасоль. Но вы знаете, почему-то это работает. Вот так. Каким образом новые эгрегоры проникают в человека? Сегодня не эта тема. Подскажите, пожалуйста, хочу сделать тату на тело. Можно это по эзотерике или есть специальные символы, например, шестиконечную звезду на груди, хамсу? Я очень рекомендую, если вы когда-нибудь соберетесь сделать какую-нибудь татуировку, то обязательно сделайте шестиконечную звезду на груди и в середине напишите букву Й. Таким образом вам будет всегда вести, и люди будут к вам всегда очень хорошо относиться. Дальше. Чтобы ребенок поумнел, нам же это необходимо, чтобы ребенок поумнел или кто-то из близких поумнел, вам поможет хрустальная черепашка. Найдите в интернет-магазине хрустальную черепашку или прозрачную черепашку и разместите рядом с человеком, который, по вашему мнению, или рядом со своим изголовьем кровати такую хрустальную черепашку, и очень заметно начнете замечать, как вы начнете концентрироваться, как ваше сознание станет более сконцентрированным, и память и концентрация ваша во многом улучшится. Очень нравится все, что вы даете на ступенях. С интересом стараюсь смотреть все вебинары, чтобы набраться житейской мудрости и уметь правильно решать жизненные ситуации. Ученица школы Кайлас. Должница меня обманула и скрывается. Делаю практику бутылку. Приговариваю, что она обманщица, врунья, как вы учили. Даю задание двойнику забрать у нее мои деньги, но ничего не меняется. Нет, вам необходимо дойти до второй ступени или до третьей платной ступени. И там я говорю, как сделать договор. Вот если подписать договор и после этого забыть об этом, то поверьте, отдаст все. Поверьте, отдаст все. А можно обряд от зависти и зла. Раз вы хотите, конечно. Итак, для того, чтобы убрать зависть и зло, а также для того, чтобы убрать любое проклятие и проблему в жизни, я рекомендую использовать или выполнить следующий обряд. Возьмите в правую руку 7 перцев чили сушеных и проведите 7 раз над своей головой или человеку, которому вы должны провести обряд убирания невезения в жизни, проклятий, проблем и так далее. И 7 раз над головой человека. После этого бросьте в костер, тут же отворачивайтесь и уходите, не дожидаясь до того момента, когда перец прогорит. Если вы над человеком это сделали и после этого сжигаете это в костре, и если человек в этот же момент, когда вы это делаете, начнет очень сильно кашлять или чихать, даже если находится на расстоянии, это говорит о том, что у человека было все-таки вот такая приворотная магия, или он был носителем проклятия злобы или проклятия зависти, и вот таким образом это можно было бы убрать. Но не у всех есть, наверное, перец сушеный чили. Можно ли чем-либо заменить? Можно. Можно вместо перца чили взять пригоршню каменной соли. И точно так же 7 раз провести, взять в правую руку, 7 раз провести над головой человека, после этого бросить в огонь, не поворачиваясь, уйти. Чтобы все сожглось, вот здесь есть такая особенность. В случае, если вы это сжигаете в квартире, это можно делать в квартире такой обряд. Сжечь, допустим, это все на сковороде или сжечь это все там в какой-нибудь тарелке, но обязательно это должно покинуть пределы вашего дома. Если работаешь за компьютером, можно бобовые положить перед монитором или на ноутбук? Да, можно. Спасибо большое за все старания для нас. Счастья и здоровья. Спасибо, очень приятно. Скажите, пожалуйста, как можно с помощью эзотерики найти вора на работе? Появился человек, который ворует деньги или товар. Нужно взять обсидиант или любой черный камень, агат. Или сделать бусы из агата или черного камня любого.
После этого брать эти бусы и говорить, пусть человек, который ворует в нашем бизнесе, находится в бусах до того момента, пока не отдаст. И просто эти бусы на протяжении дня вот так переворачивать. Поверьте, этот человек сам себя выдаст, его начнет мучить совесть, и все, что он украл, отдаст. Шестиконечную звезду всегда рисую на себе. Делаю автоматически, всегда помогает. Вот, видите, вы хорошая ученица. Подскажите, если работаешь за компьютером, ответил. Подскажите, чтобы замуж выйти на Купала обряд. Я же сегодня уже сказал, на Купала нет обряда, чтобы замуж выйти. Читайте мантру, которую я вам сегодня дал. Зайдите в мою группу, которая называется Дуйко, Кайлас и РТЕ в Facebook. И найдите, я там дал, называется мантра для того, чтобы выйти замуж. Там я написал, чтобы выйти замуж, вам необходимо 60 дней подряд прочитать тот код, который я там написал. Это звучит так. Ом Анджун, Ом Енум, Ом Акин, Сваха. Читайте мантру 108 раз, 60 дней подряд, и 100% выйдете замуж. Это настолько проверено, вы даже не представляете. Я даже могу сказать, что на спор можем, знаете, если вы ни во что не верите, можете использовать данный обряд. Он будет работать до того момента, пока его не начнут распространять ученики. Потом начнется дочка, я тебе дам, там подруга, я тебе хочу помочь, там и так далее. Так вот, когда эта информация очень распространится, и она будет даваться уже не мной, а большим количеством людей, то этот обряд перестанет действовать эффективно. Дальше. Обычаи на Ивана Купалу, да, которые можно попроводить на праздник Ивана Купалы. Да? Итак, если у вас есть проблемы какие-либо, то в ночь на Ивана Купалы с закрытыми глазами, вот с субботы на воскресенье можете лечь и с закрытыми глазами думать о своей проблеме. Особенно это хорошо сделать завтра. То есть завтра такая ночь, как раз будет затмение солнечное. В случае, если лечь и с 9 часов до 12 часов думать о том, что чем-то, что вы хотите, чтобы исчезло из вашей жизни, то это обязательно на 100% исчезнет из вашей жизни. Вот, рекомендую. Если у вас вообще проблемы в жизни, вы хотите на Ивана Купала каким-то образом их убрать, то распалите костер, глядя в дым от костра, думайте о том, что вы хотите, чтобы навсегда из вашей жизни исчезло. Что нужно делать и что дают костры? Я могу сказать, что в случае, если человек прыгает через костер, то он тратит огромное количество психической энергии. После этого обязательно становится злым. Если прыгать через костер с мужчиной и женщиной, допустим, и вы там близки, если в момент того, когда вы прыгаете, у вас руки разорвутся, то после этого не сможете общаться с этим человеком, а обязательно с ним разойдетесь. Именно поэтому я хочу сказать, что не стоит, в случае, если в вашей семье все хорошо, не стоит проводить какие-то игры, перепрыгивать через костер, взявшись за руки, это не очень хорошо. Дальше. Если смотреть на огонь, со временем настраивает наш мозг на правильные мысли, дальновидность, приносит правильные ответы на житейские вопросы. На что смотришь подолгу, то и происходит, то и приходит в твою жизнь навсегда. Дальше. Какой сделать обряд от сглаза младенцу? Спасибо большое. Необходимо взять вот так вот водичку, после этого взять водичку из чашечки, после этого подойти к младенцу, и когда он не видит, брызнуть ему в лицо. Когда младенец испугается, необходимо взять ладонь правой руки и очень смачно так плюнуть ему в правую руку. После этого взять этого младенца и самому же эту руку вымыть под краном. Это убирает с глаз младенца мгновенно. Я спрашивал о работе с должником. Вы мне сейчас в эфире сказали, что нужно подписать договор с должником. Я прошла уже 5-ю ступень. Все ступени покупала сама. Об этой практике не знаю. Возможно, она в обновленных ступенях. Извините за настойчивость, но для меня очень важно. Да, эта практика, она дается мной на одной из обновленных ступеней. Напишите мне в Фейсбуке, я вам обязательно дам, как выглядит договор, и вы сможете его написать.
Какой обряд свадеб и похорон, какой молитвы читать? Некрещенных не хоронят на кладбище. Некрещенных не венчают, дайте обряд на эти случаи, пожалуйста. О чем вы говорите? Как это некрещенных не хоронят на кладбище? А что кладбище исключительно принадлежит христианской церкви? Это с каких пор у нас христианская церковь является владельцем кладбищ? Не нужно обманываться. Всех хоронят на кладбищах. Это обман. Некрещенных не венчают. Дайте обряды на эти случаи. Что значит некрещенных не венчают? Зачем вам венчаться? Я не могу понять. Если вы христианин, идите венчайтесь. А если не христианин, то на кой вам это необходимо? 2 недели каждый день работая по 4 ступени. С деньгами улучшений нет. На 4 не должно быть. Вы говорите, что гармонизатор работает очень быстро. Может, я чем-то перекрываю себе возможности зарабатывать деньги. Я хочу еще раз вам повторить. Один из принципов, который связан с тем, чтобы человек был всегда богатым, то, что открывает у человека деньги, он заключается только в одном действии. Когда вы рассчитываетесь, когда вы думаете о деньгах, когда вам необходимо рассчитываться, когда вы что-либо покупаете, отдаете деньги или получаете, то до того, когда вы рассчитаетесь, в момент того, когда вы рассчитываетесь, и после этого расчета ни в коем случае не думайте о том, что вы сделали. Вот если вы будете соблюдать это правило, отдавать и после этого не думать, что вы отдали, перед тем, как отдавать, не думать, что вам нужно отдать, в момент отдачи не думать, что вы отдаете, и после отдачи не вспоминать о том, что вы отдали, то у вас всегда будет много денег. Перед вами сидит человек, гарантия того, что это абсолютно правдивый метод. Вот гарантия просто. Вот я вам гарантирую, начните делать, как я вам говорю, и после этого у вас навсегда появится большое количество материального благополучия. Итак, еще раз. Перед тем, как вы хотите отдать деньги, не думайте о том, что вам их необходимо отдать. В момент того, когда вы отдаете деньги, не думайте о том, что вы их отдаете. И после того, когда вы рассчитались, старайтесь вообще через 1 секунду не думать о том, что вы это сделали. Если вы это будете делать и не будете об этом думать, то вы автоматически откроете поток материального благополучия в свою жизнь. Я знаю, что это сложно, но я вам обещаю, это потрясающе, эффективно, и более эффективных методов не существует. А я забыл сказать, сегодняшний вебинар у нас будет короткий, через 15 минут я закончу. Учитель, здравствуйте, избавиться от чего-либо нехорошего, привычки курения в четверг перед сном. Как правильно, с четверга на пятницу или с среду на четверг? С четверга на пятницу правильно. Например, если я лягу спать в час ночи, это уже четверг, можно в час ночи. Главное в ночь с четверга на пятницу. Ну, уже поздно, потому что у нас пятница уже сегодня. Вы же говорили, что в момент покупки чего-то нужно говорить, я покупаю себе материальное благополучие. Да, это направление денег, так можно говорить. А я говорю о том, что если есть блокировка денег, то в случае, если использовать только такой метод, вы всегда будете очень богатым. Что можно сделать, чтобы привлечь в музыкальную группу денежные влияния? Выступать как можно больше перед публикой. Тогда у вас привлекутся денежные вливания. Приобрела сегодня 1-ю ступень, немного запуталась. Хочу помочь мужу. У него проекты в 2 шагах до завершения, но не завершаются. Эти проекты он себя обманывает. Проекты, о которых говорит вам мужчина, которые в 2 шагах от совершенства и не завершаются, это лживые. Он сам себе придумал историю. При этом он каждый день использует ругательные слова. Ругает моих клиентов, которые потом исчезают. Ругается за рулем. Я ему советую, не делай так. Но вы говорите, что не нужно взрослого человека учить. И если он будет продолжать так вести себя, то это не изменит же ситуацию? Не изменит. Так рекомендовать ему, как вести себя или не обращать внимания, как лучше поступить. Когда мужчина ругается, это говорит о том, что он боится. Когда мужчина ругается, это говорит о том, что он боится и боится сильно. Трусость у мужчины, она исчезает в случае, если есть действие. В случае, если человек ругается, допустим, в случае, если человек ругается, то тогда он навсегда это от себя отталкивает. Допустим, я еду на машине недорогой, а рядом со мной кто-то на дорогой машине, и я ругаюсь на него матом. Так вот, такой машины и такой жизни в моей жизни не будет. Если я ругаюсь матом на очень успешного человека, то такого успеха, как у этого человека, в моей жизни не будет. Если на здорового, то такого здоровья в моей жизни не будет. Таким образом,
Это большая проблема. Как можно убрать страхи? Я думаю, что страхи, как правило, связаны у мужчин как раз с тем, что не хватает определенного вида пищи. Какой? Белков. Если мужчину кормить белками и кормить препаратами с магнием, он перестанет ругаться. Можно ли выполнять практики? Да, убирайте у него страхи. Там есть коды от страха, читайте и представляйте эти страхи на нем. Вы сегодня очень мужественно выглядите. Желаю вам приятного вебинара. Я сегодня на даче. Я приехал на свою дачу. Вот так она красиво выглядит. Я тот мужчина, у которого есть дача. Сейчас попробую своих детей найти. Сейчас я свою жену найду сначала. Здрасте. Здрасте. Моя жена всегда со мной. Сейчас попробуем зайти к детям. Ничего страшного. Не надо. Нет, к детям я, наверное, не зайду. Они какают? Дети какают. Сейчас, когда закончится вебинар, я уже не могу дождаться, когда же это произойдет. Мы сядем за стол, будем пить чай, а я буду делать сегодня еще вареную колбасу. Вы рассказываете о влиянии цифр на человека. Мантры дали до 8 цифры, а для 9 цифры не дали. Если для 9 цифры есть Ом Акасая Хумпха. Андрей Андреевич, прошла первую обновленную. Нужно ли переходить посвящение, когда можно это сделать? Я об этом обязательно скажу. Здравствуйте, Андрей Андреевич, ученица школы. Скажите, пожалуйста, как с помощью эзотерики начать строить дом, чтобы было можно жить счастливой? У вас все очень запутано. Необходимо сначала начинать не с дома, необходимо начинать с счастья. Вы понимаете, люди говорят: Андрей Андреевич, мы хотим себе дом, а с кем ты будешь жить? Да я не знаю, с кем-нибудь же я буду жить. Нет, сначала нужно с кем-то начать жить, а потом нужно строить дом. Это такая особенность, все делается последовательно. А там я хочу строить дом, чтобы потом найти семью, чтобы потом жить счастливо. Неправильно. Вообще я хочу вам сказать, если вам что-то не дается, не пихайте. Ваше желание, оно очень часто не связано с тем, что вы хотите. На самом деле душа ваша не хочет. Скорее всего, это то, что вы пихаете, и то, что вы пробуете создавать, оно ни к чему хорошему не приведет. В моей жизни такое было. Нельзя жить с человеком, если ты стараешься, а человек не хочет этого. Нельзя хотеть имущество, если у тебя нет денег, потому что такое имущество все равно твоим не будет. Нельзя начать строить дом, если нет денег. А если деньги есть, то можно строить дом. Необходимо рассчитывать на свои силы, друзья мои. Это же нормальная жизнь, как бы логически завершенная. Нельзя быть такими завоздушенными людьми. Нужно быть очень сконцентрированными. Именно по этому поводу я хочу вам дать совет. Занимайтесь методами концентрации. Методы концентрации – это когда человек начинает смотреть на одну точку и делает это осознанно какой-то период или промежуток времени. Такая концентрация дает человеку возможность быть более социальным, более сконцентрированным. Я очень рекомендую это делать. Как ни странно, медитация на черную точку или медитация с разглядыванием, длительным разглядыванием определенного предмета с открытыми глазами, она дает не только концентрацию, а дает возможность человеку жить во внешнем проявленном мире и делает человека в дальнейшем богатым. Ой, кто там? У вас хорошая семья, красивая жена. Спасибо, выбирал. У меня мама после инфаркта мозга лобной доли кидается на всех. В семье все мучаются. Всех трусит, все бегут из дома. Я вынуждена находиться с ней, так как она даже не может запомнить, какие таблетки пить, плюс сахарный диабет. Использую техники для набора энергии. Рассказываю в первой и второй ступени. Помогает на полдня. Выжатая как лимон. Посоветуйте, что делать.
В момент того, когда кто-то из вас вытягивает энергию, в этот момент вы должны сделать выбор. Этот выбор очень важный. В тот момент, когда вы почувствуете изнеможение, в этот момент вы должны включить силы. Если в этот момент включить силы и вместо того, чтобы расстроиться, потерять силы, начнете в этот момент восхищаться, радоваться и производить какие-то активные действия, то это переключит энергию, и вы вместо того, чтобы ее терять, начнете получать. Это очень важно. Дело в том, что человек в момент того, когда у него кто-то забирает энергию, он должен дать свое согласие. А забирать энергию он может ее самостоятельно, без согласия на то другого человека. Поэтому в случае, если на вас кто-то кидается, и вы после этого не теряете настроение, не ухудшаете свое настроение, а наоборот у вас появляется настроение, вы пытаетесь там радоваться в этот момент, то это фактически, таким образом вы фактически получаете энергию. Здрасте, Маша, смотри, кто здесь. Здрасте, это моя дочь Маша. Давай поздороваемся. Какую мы мантру знаем? О мани подмыхун, да? Это кто у тебя? Аня. Папа, не, у меня вот это вот. А у меня вебинар сейчас. У меня такая у нас. Вот мне не видно. Папа, включи мне на мультик. Ну, сейчас я закончу вебинар и включу мультик. Поздоровайся с людьми, скажи здрасте. Здрасте. Воздушный поцелуй. Давай я доработаю и потом с вами. Папа, я хочу с тобой. А включи на мультик. Это сидит. Я хорошо. Если в течение нескольких месяцев чешется тело, особенно сильно к вечеру и ночью, это может быть связано с влиянием или какое-то заболевание. Это, скорее всего, у вас сахарный диабет. Мой муж постоянно смотрит фильмы о войне, хотя прошел 4-ю ступень, понимает, что это нехорошо. Что это, протест или влияние эгрегоров? У него онкология. Надеемся, что победит заболевание. Да, это эгрегоры, скорее всего, его мучают. Пусть читает мантры, которые убирают эгрегориальное влияние. Кликофеть. Здравствуйте, у меня на левой руке на указательном пальце прямо на подушечке сверху, как морщинка, появилась четкая цифра 14. Что это значит? Вы выиграете. Представляете, обязательно выиграете или получите большой финансовый доход. И проживете с ним очень долго. Ученик школы 2-я ступень. Слушаю ваши вебинары, участвую в Сангая. Все 2 года как на американских горках, но сейчас, видимо, мне придало решительности занятия в школе, принял решение заняться приемом, сбором и переработкой вторсырья, отправкой вторсырья на заводы. Имею базу, технику, транспорт, денег пока нет, но скоро будут. Молодец. Получится у меня начать этот бизнес? Получится. Получу от мэрии? Получите. Хотела продать квартиру и купить другую, но не могу определиться с местом. А вы говорите сегодня, что тогда и не нужно покупать. А раньше говорили, что если создал намерение, то его необходимо выполнять. Как же в этом случае? В случае, если вы хотели купить, у вас есть деньги, и после этого хотите купить другую, у вас есть возможности, делайте это. Вы неправильно меня поняли. Я сказал вот о чем. Я сказал, в случае, если у вас есть желание, но нет возможности, то тогда не стоит желать и не стоит пихать. Вот что имел в виду. В случае, если у вас есть возможности, и вы сделали намерение, то обязательно это необходимо довести до самого конца. Подскажите, пожалуйста, может ли обычный человек во сне увидеть настоящего Бога? Может. Может ли Бог выглядеть как очень яркий, красивый и густой свет, очень добрый, рядом с ним, как дома? Да. Очень хотелось подлететь к нему ближе и раствориться в нем, но он не разрешил, как бы сказал мне, что иди и живи, все будет у тебя хорошо, но без слов. Да, так и бывает, да, это правильно. Бога можно видеть на троне, Бога можно видеть в виде большого глаза. Будет ли толк с нашего семейного бизнеса? Будет толк. Скажите, при построении дома родители заложили монетки желтые и белые в углу дома. Это хорошо подействует? Хорошо. Ученица школы. Как эзотерически убрать любовницу? Семья может разрушиться. Спасибо.
Представляете любовницу, отраженную в зеркале. Делайте это на протяжении дня. Также вы можете ее спалить на свече. Мы с мужем уже год не можем продать дом. Уже и цену снижали, и дом хороший, и в хорошем месте, но продать не получается. Скажите, в чем причина? Вам я сейчас не нужен. Уже этот вебинар или на этот вопрос я ответил на прошлом вебинаре. Вам необходимо просто после окончания данного вебинара начать смотреть тот, который был закончен на прошлой неделе. Там я все рассказываю о том, как можно быстро продать дом или квартиру. Скажите, при построении дома ответил. Можно ли этот обряд сделать для сына без его ведома? Можно, да. Сейчас мама стоит с перцами, сжигает там. Что делать, когда психическое состояние ужасное? Быть социальным. И физическое состояние такое ужасное. На 3-м месяце беременности поняла, что не люблю мужчину, с которым живу. Не обращайте ни на что внимания. Не обращайте ни на что внимания, просто живите. Любите, не любите, вынашивайте ребенка, побольше позитива. Что будет у женщины на протяжении 9 месяцев? О чем она будет мечтать, то на протяжении 9 лет будет исполнено. Поэтому мечтайте как можно больше о том, что у вас будет там Мерседес, свой дом, и тогда на протяжении 9 лет это все у вас появится. Не об этом думайте. Можно ли дарить деньги племяннице? Можно. Можно покупать СНГ, если не проходил ступени? Можно, но вы очень много тратите энергии, делаете это бесполезно. Не контролировать движение данной энергии невозможно. Обычно, когда люди приходят ко мне на СНГ, я подключаюсь к этим людям, потому что это подключение делаю через то, что они проходили эти ступени. А когда человек так просто смотрит, то для него это просто не более чем физические упражнения. Очень прошу, прочитайте сначала не вслух. Угу. Пишите в Facebook. Андрей, создать, пожалуйста, шум для того, чтобы появились возможности попасть к вам на морской курс. Обещаю, сделаю. Прошлый вебинар пришел, кстати, продала машину за 3 дня. Вот видите, первый же покупатель купил мою квартиру, ученица 4-й ступени. Очень надеюсь, что скоро познакомлюсь с вами лично на морском курсе в Черногории. Очень приятно, конечно. Андрей Андреевич, пожалуйста, у нас с мужем будет общий ребенок. И если можно, скажите, скоро ли? Вот не могу забеременеть. Скорее всего, сможете забеременеть. Есть символ. Если вы меня еще раз попросите в группе моей ИРТЕ, Андрей Андреевич, дайте мне символ для того, чтобы забеременеть, я обещаю этот символ дать. Также я вам дам код. Если смотреть на символ и произносить код, то обязательно забеременеть. Как пользоваться вашими аромапалочками от зла и для денег? Они такие вспыльчивые. По чуть-чуть зажигать или как? Да, их необходимо по чуть-чуть и тушить, они многократного применения. Вот этот дымок, который из них появляется, можно воскуривать в том месте, где все ругаются. Не нужно это делать постоянно, можно 1 раз в неделю. Также в случае, если воскуривать то, что вам необходимо продать, обязательно попродаете. Скажите, моя дочь Аня собирается приехать в Норвегию погостить. Но моя подруга говорит, что ей нельзя лететь, говорит, что с ней что-то может случиться. Как сдавать билеты? Не слушайте вашу могиню, пусть девочка летит, ничего с ней не произойдет, просто меньше слушайте всяких магов и колдунов. 7 лет, она несколько раз в год приносит вшей, причем вшей только у ней. Что это значит? Это говорит о том, что у ребенка чрезвычайно низкий иммунитет и глисты. Необходимо попринимать препарат, самый простой препарат, это альбендазол, допустим. Можно 1 таблетку альбендазола дать ребенку 1 раз в год. И можно дать 1 таблетку альбендазола, а через месяц еще 1 таблетку альбендазола. И после этого ребенок успокоится, станет более сконцентрированным, перестанут появляться вши. Можете давать ей пчелиное молочко или маточное молочко, или пчелиную пыльцу, пергу, в общем-то мед, липовый цвет, и ребенок перестанет приносить вшей. При помощи ваших семинаров пытаемся снять порчу семьи, приворот с любимого человека. Получится у нас это сделать? Не получится, если пробуете снимать.
Приезжайте на морские курсы, я все вам поснимаю щелчком пальца, знаете, причем очень быстро. Дальше. Я приглашаю завтра вас прийти ко мне на вебинар, который будет в виде Сангая. На этом Сангая я буду давать методы привлечения в жизнь Савитур, или как сделать так, чтобы все считали тебя солнцем. Как обрести эту солнечную энергию, как превратить солнечную энергию в денежную энергию, как сделать так, чтобы в жизни все получалось, как сделать так, чтобы жизнь была яркой. Я объясню, как солнце или где солнце накапливается, существует ли где-либо что-либо, где накапливается солнце. Да, в нашем человеческом теле солнце накапливается в печени, а лунная энергия накапливается в селезенке. Тем самым в человеке реализуются две стороны, плохая и хорошая. Здравствуйте, что-то болит в правой стороне. Хирург говорит, что не аппендицит. Как узнать, все ли в порядке? Ученица ЕРТЕ. Хочу попасть к вам на морской курс. Получится? Получится. Подскажите благоприятные дни до замужества. Очень хочется, чтобы у дочери... Это в сентябре с 5 числа по 10 число в этом году. Апреле было еще, но уже пропустили. После первой бесплатной ступени можно СНГ покупать? Можно. Завтра не ученикам школы можно приходить? Поможет? Нет, я считаю, что ученикам школы необходимо становиться учениками. Начните пока с этого. Тем более, что первая ступень и вторая ступень абсолютно бесплатно выложена, лежит в интернете. Скажите, пожалуйста, что делать с подаренными невестками дорогим кошельком и сумкой? Можно их продать? Конечно. А Карл, когда следующие морские курсы и где? Следующие морские курсы будут в Черногории, а когда будут следующие, я не знаю. Андрей Андреевич, а железные кольца не мешают при занятии эзотерикой? Нет, они не мешают, они наоборот помогают, особенно сейчас, транзит Меркурия, ну и, в общем-то, тяжелые такие состояния. Могу сказать, что в данный момент я занимаюсь исключительно тем, что занимаюсь своим здоровьем, буду этим заниматься до сентября. Попытаюсь дописать свои две книги. Одна называется «Жизнь. Инструкция к применению», и вторая книга, она почти дописана, называется «100 моих любимых медитаций». Очень интересно получилось. Там практически все медитации, которые я даю во время проведения 7 ступеней школы Кайлас, все в одной книге. Я там объясняю, что это такое, для чего они необходимы, какие качества человек может обрести и вообще почему я решил эту книгу написать. Интересная получилась книга. Также собираюсь в этом году издать вторую книгу, которая будет называться «Эзотерика для бизнеса. Вторая часть», и провести, собственно, вебинар, который будет называться «Эзотерика для бизнеса 2». Андрей Андреевич, встречу свою половинку? Ну, конечно. Когда планируете 5-ю ступень? Собирался ее до сентября провести, но, скорее всего, не успею. Спасибо вам большое за вашу ученица школы, 2-я ступень занятия на СНГ. Придерживаясь философии, жизнь налаживается. Скажите, можно на здании промбазы нарисовать шестиконечную звезду, чтобы бизнес процветал и были арендаторы на территории? Ни в коем случае. Вы что? Вы же понимаете, что шестиконечная звезда является признаком иудаизма. А в нашем мире сейчас есть антисемитизм и присутствует фашизм. Считаю, что не стоит этого делать. Можете очень себе навредить. Ребенок не говорит 5 лет, синдром Даун. Ленится говорит, есть ли какой-нибудь эзотерический ритуал? Конечно, есть. Проходите обновленную 1-ю ступень, я там об этом рассказываю. Прошла 1-ю и 2-ю ступень, выложенную в общем доступе. Являюсь ли вашей ученицей? Являетесь. Как можно на ваш вебинар попасть в Киеве и на ваш прием по здоровью? Дочери нужно найти контакт. Я сейчас не принимаю людей совершенно никак. Вы часто рассказываете, как можно продать машину. Можете подсказать, как купить машину? Обряд заклинания. Проходите 1-ю ступень, купите коды, работайте с кодами для материального благополучия, проходите СНГЯ с материальным благополучием. После морского курса мое увлечение неожиданно легко стали приносить мне денежную, и в семье спустя год начался подъем финансов. Спасибо, что вы нам даете информацию, и вообще на вас и семью приятно смотреть и брать пример. Спасибо. С сыновьями и ваших девочек мы с вами семинарами в записи иногда проводим целые дни. Очень много качественных знаний.
У меня 5 детей, запуталась в мужчинах. Люблю второго мужа, но все дети от первого брака. С кем из них остаться? С тем, кого любите, оставайтесь. Хотя могу сказать, что с настоящим мужем у вас жизнь была бы счастливее. Внучка 4 года ничего не ест. Говорит, нельзя. Почему так? Начните ей давать компот из грейпфрутовых корок. После этого она вас съест. Будет хотеть все кушать. Я люблю комнатные цветы, но они плохо растут. Подскажите эзотерический метод. Каждый день представляйте, будто в вашей квартире солнце прямо посреди квартиры. Ваши цветы начнут расти очень быстро. Ну, на этом я, скорее всего, закончу данный вебинар. Я говорил, что данный вебинар сегодня будет идти только час. Если вам понравились методы, которые я даю во время данного вебинара, вы можете распространить данный вебинар. После того, когда он закончится, перейдите по ссылке данного вебинара и разместите данную ссылку на своем канале в социальной сети, Facebook, Одноклассниках, ВКонтакте и так далее. Буду вам очень признателен. Всегда помните, эзотерика управляет миром. Способы, с помощью которых мы можем изменить свою судьбу, изменить судьбу наших близких, они существуют. И это все можно знать, если вы будете проходить мои ступени школы, а также определенные семинары.